Добрый день, доброе утро. Да, Архимед известная личность, конечно, но в школе мы что-то не доучили. Ну, мы знаем, что сила, пог- с которой тело, погруженное в воду, выталкивает эту воду. И объем воды, который вытолкнулся, равняется объему того тела, которое было погружено. Я не знаю, почему я сказала слово «сила», но да, Архимед объяснил то, почему тяжелые тела, некоторые тела не плавают, а некоторые тела плавают. То есть объяснила тем, что э, объем воды, вытесненный этим телом, он объяснил эту силу, которая воздействует. Вот. Но я не хочу сейчас углубляться. Я же хочу говорить о свете. Вот. Я не физик, но мне Бог открывает явление света. Ну, Архимед много интересного всего сделал, придумал. Очередной раз убеждаясь, что движение науки осуществляется благодаря военным действиям. То есть прогресс науки в основном осуществлялся из-за того, что люди хотели победить противника. Это факт. Архимед еще раз об этом доказывает. Он жил в городе Сиракузы. Они, конечно, старались не воевать. Там был царь, который старался сохранить мир. Но вот римляне нападали на этот город. Вот, брали его приступом, и благодаря сооружениям Архимеда Сиракузы довольно-таки хорошо защищались. Я, конечно, была вчера поражена, во-первых, тем, что, оказывается, то, что нам рассказывают в школе, это же не все. Оказывается, этот царь дал задание Архимеду проверить или подтвердиться тот факт, что ювелир, который делал ему корону, его обманул. То есть царю этому донесли, что якобы золото, которое ты дал на ювелиру на изготовление короны, было украдено. И добавлено вместо золота серебро. Вот. Ну, а Архимед уже тогда, это он был дальний родственник этого царя, он славился уже своими в геометрии открытиями. Вот. И царь дает ему задание померить, не разрушая короны, дает задание доказать, есть вор этот ювелир или он все-таки честно использовал золото. Ну, в этом фильме якобы показывается, что он со своей будущей женой погрузились в воду, и, в общем, ну, для фильма это сделано, конечно. Но мы же не знали, что нужно было померить состав короны проверить. Мы же этого никто не знал. Вот. Но получается, я хочу объяснить то, что приближает меня к теме, которую я уже веду 2,5 месяца, о свете. Корона золотая. Если натереть медь, она тоже блестит. Вот, то есть любое тело, любая материя, я уверена, она отражает свет. Любая материя, которая у нас, она отражает свет. Темная материя, которую ученые говорят и которые не видят, потому и не видят эту
темной материи, что она не отражает свет. Да, в принципе, любое тело может, а что оно должно отражать? Можно не отражать свет, правильно? Ну, в принципе. Во Вселенной есть материя, которая может не отражать свет? Может, почему бы нет? А есть материя, что так сотворена Господом Богом, что она отражает свет. Много чего у нас блестит. Даже мой вот компьютер, мой ноутбук, он тоже где-то отражает свет пластмассы. Видно, как он отражает свет. Любая материя, которая меня окружает сейчас, отражает. Если бы она не отражала свет, то у нас бы зеркал не было, мы бы не могли видеть своего отражения. Вот. Я доказываю, что свет – это то, что отражается материей, и потому так распространяется. Во Вселенной показаны черные дыры, когда плазма вокруг огонь, но свет отражается только в два луча, там, где есть материя. Наша, материя, которая есть у нас на Земле тоже. Ну, к чему я веду? Вот еще очередное доказательство того, что свет – это не фотон. Кстати, я потрясена. Уже слушаю какой-то Михаил Данилов, или как это его фамилия, рассказывает нам о структуре материи, так красиво он все рассказывает. Обламываются они, и не стесняется, уже их обвиняют. Уже сам ведущий говорит, что есть религиозные деятели, которые говорят, что вы извините, но вы шарлатаны. Вот я не нашла этого человека. Эль-Галь-Хир якобы говорит, что шарлатаны втирают нам несуществующее, когда мы сомневаемся, говорим, что какие-то теории, подкрепленные экспериментальными данными, сложные теоретические конструкции, неточны, обладают некоторой неточностью, не объясняют все явления окружающего мира. Например, невидимую темную материю, темную энергию. Ну вот, ведущий якобы рассказывает, это Михаил Данилов, что есть такие религиозные деятели, якобы возмущаются, что вы же подтасовываете, но я тоже так говорю. Они придумали какой-то бозон Хиггса, чтобы объяснить вес. То есть веса не хватало, и нужно было бы... И этот бозон Хиггса дает вес любой материи. Ну это потрясающе. Ну, вы верите в такое? Во всей материи бозон Хиггса дает вес? Но это явно какая-то манипуляция. Фотоны вообще не имеют веса. Сегодня этот Данилов уже... Ведь они совершенствуют, они теорию совершенства. У них очень так он и интересно объяснил. То, что я думала о том, что фотон, оказывается, это уже то, что участвует в электромагнитном взаимодействии между ядром и электроном. Такого я не слышала. Тут уже, оказывается, мы движемся вперед. Фотон – это уже не частичка света, потому что свет – это уже волна, а фотон надо же куда-то использовать. То нужно, понимаете? Ну так оно и получается. Наука уже много раз демонстрировала, говорит Михаил Данилов его фамилия, кажется. Вот. Да. Сейчас я гляну. Ну, потрясающе. Я говорю, просто слава богу, уже они сами признаются, хоть уже честно поступают, вот ведущий, там, Михаил Данилов, что говорит, что есть точка зрения верующих. Наука уже много раз демонстрировала, что следующий шаг просто более полно описывает то, что есть. И существующие на тот момент теории входят как предельные случаи новой, более полной теории, которая описывает не то, что мы сейчас умеем описывать, но и много больше. Как механика Ньютона была не отброшена квантовая механика, она должна была отброшена. Самое интересное, элементарные вещи должны были отброшены, да? А просто стала ее предельным случаем. Вот. Ну, я благодарю Бога, что уже есть мудрые люди, которые называют вещи некоторые. Ну, есть же люди, которые обращаются к Богу, будучи учеными. Они уже понимают, что что-то здесь не так. Нельзя так объяснять теорию. Но развивайтесь, познавайте, конечно.
Не, многие вещи были, ну, как они рассказывают, что нейтрино было открыто благодаря тому, что они что-то были нестыковкой, они открыли нейтрино. Я не знаю, функцию нейтрино я не понимаю. Она участвует в слабом взаимодействии, она проникает через нас всех и через Солнце. Я, ну, ладно, мы это не будем спорить, но я дальше о Архимеде поговорю. Так вот, золотая корона, ну и Архимед вошел в историю как тот, который научился зажигать корабли противника. Благодаря фотонам. Благодаря чему огонь образовался? Он построил такие щиты, попросил жителей города Сиракузы принести зеркала, натереть до блеска, чтобы отражала медные. Ну, тогда зеркала медные, с меди вроде были, или тоже, или уже нашли зеркала, я не знаю. Вот. И они сделали такие щиты, там навели их 12 градусов надо было, чтобы было. Вот. И зеркала эти были расположены не прямо, а как сферы. Вот. И когда приблизились корабли противника, еще показано, как царь подгонял, а жена Архимеда говорила: старикам нету времени спешить. Очень мудро. Старикам нету времени спешить. То есть надо рассуждать сначала, перед тем, как принять решение. И таким образом вот эти зеркала ловили лучи солнца, отражали их, усиливали луч, и, как мы знаем, научным образом происходила ионизация электронов. Сначала дым, а потом плазма при большей температуре, и огонь. И корабли загорелись. Таким образом, флот римлян был побежден. Вот. И, конечно, можно изучать много чего. Можно говорить о фотонах, что это частички света, потом уже спорить. Потом их куда-то эти фотоны куда-то используют в электромагнитном излучении, электромагнитном взаимодействии. То есть каким образом это объяснить, я не знаю. То есть сначала говорили о ядре электроне, который крутится, тут уже где-то фотон. Ну, я думаю, что у меня есть еще теории насчет, ну, я просто не хочу уже в это углубляться, потому что это уже слишком. Вот, но так Бог сотворил Вселенную, что у нас на Земле есть, как говорят ученые, 3 кирпичика, они называют, кварки, но что-то отражает, может и кварки в протонах, я не знаю, но что-то отражает свет. Электроны, видно, тоже. Потому что, если свет — это волна, то как отражение зеркала усилило так этот солнечный луч? Отражение в зеркале усилило луч. Как это? Объясните мне. Если это волна. Волна отражается в зеркале? Да, есть огонь, есть плазма. Это плазма. Посмотрите, даже вот видно, я в отражении вижу, как интересно образовывается свет. Кстати, а перед этим я послушала очень интересную передачу, очень интересную. Как устроен квантовый мир. Постнаука, Эмиль Ахмедов говорит. И он говорит о том, что о явлении интерференции, о которой я уже говорила. И получается, что вот там рисуется картина, как бы волны, там, ну, она не отображает всего. Вот. И потом он говорит, что если вместо экрана поставить тот экран, который называется сенсорным, который воспринимает то, что наш человеческий глаз не воспринимает, то на месте этих светлых полосочек
знаете, что появляется? Это я не хочу. Появляется, он сказал, поэтому тот экран, на котором интерференционная картина, должен быть сенсорным. То есть он должен быть более чувствительным, раз в 10 чувствительнее, чем человеческий глаз. Значит, вместо этой картины вы увидите всплески. У вас будут как в каких-то местах точки возбуждаться, сенсоры возбуждаются. Вместо этой цельной картины будут какие-то всплески, какие-то всплески. От чего эти всплески? То, что я говорю, свет распространяется в материи, он отражается в соседних частичках. Почему так свет распространяется, интересно? Я уже показывала, берешь лампу, купила себе лампу, она направляется прямо. Но свет распространяется сзади, аккуратненько так, равномерно. И чем дальше, тем он не такой мощный. Вот тебе отражение, сила отражения. Вот. Вместо этой цельной картины будут какие-то всплески. Если подождать долгое время и посмотреть, где набираются всплески, то они наберутся именно в тех местах, где теплые световые пятна. А там, где темные пятна, там всплесков не будет. Теплые, светлые, не знаю. Выглядит все так, как будто прав и Гюйгенс, и Ньютон. Вот он рассуждает. Потому что Гюйгенс говорил, что волны, а Ньютон говорил, что частицы. Частицы, свет характеризовали. Частицы так себя не ведут. Что частица мешает попасть затем в темную зону? Непонятно. Потому что частица, пролетев через самую левую щель, вот надо было видеть картину, полетит либо через S1, либо через S2. Ну, я картину себе нарисовала. Вот. И дело в том, что вот такая инфрарекционная картина, вот чисто волны, вот сюда попадает свет, вот еще одна пластинка, а вот экран. Вот экран, вот еще одна пластинка с двумя щелями, и вот так распространяется свет. И что мешает частичкам попадать? Они рисуют волны. Но на самом деле на экране совсем другая картина. Я уже рассказывала, у меня есть такое видео, инфрарекционная картина. Есть, там совсем другой, там не так все. Во-первых, еще и картина иногда есть такое преломление света, что цвета, то есть спектр образовывается. От чего это? Ну что, я свою теорию дальше развиваю, и пока ничего не нашло такого, чтобы меня, что я не права. Ученые запутались в своих этих частичках. Они уже фабрики организовывают и прелести, это прелесть так называется, один из кварков, вот, андроидные коллайдеры они организовывают, но они доказывают детям в школе, что мы произошли от взрыва. А что ж вы тогда коллайдеры организовываете? Вы организовываете какую-то скорость, ускорители. Фабрика прелести, так понял, это тоже ускоритель, который там они доказали разницу материи и антиматерии. Сейчас они уже не знают, что искать, они уже ищут, они хотят уже доказывать, какие-то там теории у них новые возникли, я уже не знаю, там, как это, я уже запуталась с этими теориями, я уже не записывала вчера, не досмотрела, но, ученым же надо что-то искать, правильно? Вот, но это, просто мне интересно, говорю, рассказывать всем, что мы произошли от взрыва, а потом разгонять частицы на световой скорости, на скорости света, то давайте уже определимся, где ваши взрывы для доказательства образования Вселенной, или они уже были, уже взрывы провели, уже ничего не получилось, то не надо брехать, это по-украински, не надо обманывать. Вот такое у меня сегодня настроение. Извините, будьте благословенны.